Было ли это просто истощение, продуманное преображение или безмолвный крик о помощи, превративший его в почти неузнаваемого человека после Ариран 2026? Изменение настолько тонкое, но в то же время настолько глубокое, что фанаты начали покадровый анализ, стоя рядом с ним в демонстративном молчании и отказываясь объяснять, что на самом деле произошло. Этот вопрос разгорелся в глобальных лентах новостей через несколько минут после начала трансляции Ариран 2026, события, изначально рекламируемого как культурное зрелище, прославляющее наследие, искусство и национальную гордость. Однако к тому моменту, когда камеры погасли и заключительный фейерверк рассеялся в дыму над горизонтом Сеула, в памяти миллионов осталась не хореография, не оформление сцены, даже не тщательно продуманное оркестровое сочетание традиций и поп-музыки, а лицо Чингука. Или, скорее, его изменение. Наблюдатели описывали его как тонкое, но неоспоримое. Его поза казалась сдержанной. Его взгляд был отстраненным. Обычно излучаемая им уверенность казалась приглушенной, словно пламя, намеренно приглушенное. Была ли это зрелость? Усталость? Или что-то более глубокое? В течение нескольких часов хэштеги, ставящие под сомнение его состояние, вышли в мировые тренды. ARMY, культурные критики и аналитики индустрии развлечений начали задавать один и тот же вопрос: что изменилось? Интрига усилилась, когда Ви, известный своей эмоциональной откровенностью и поэтической прямотой, отказался вдаваться в подробности, когда к нему после мероприятия коротко подошли репортеры. Он мягко улыбнулся, кивнул и сделал расплывчатое заявление о росте и размышлении. Рост чего? Размышление о чем? Его отказ от подробностей лишь усилил атмосферу таинственности. Чтобы понять, почему этот момент вызвал такой сильный резонанс, необходимо рассматривать его в контексте истории BTS, группы, чья эволюция была столь же тщательно задокументирована, сколь и эмоционально насыщена. От юношеского неповиновения до философской саморефлексии их история всегда разворачивалась на виду у публики. Каждая стрижка. Каждое изменение в текстах песен. Каждая пауза между вдохами. Чингук, которого часто называют «золотым Макне», всегда имел особое символическое значение – стойкость, постоянство, безграничная энергия. Так почему же после Эрирнг 2026 многие почувствовали, что этот символ раскололся? Психологи, изучающие исполнительское искусство, отмечают, что громкие культурные события могут оказывать чрезвычайное давление. Эрирнг 2026 был не просто концертом. Это был символ национальной идентичности, транслировавшийся по всей стране. Роль Чингука была центральной, он сочетал современную хореографию с традиционными мотивами. Хореография требовала физической точности, сочетающейся с эмоциональной сдержанностью, баланса, отражающего напряжение между наследием и глобализацией. Несколько исследователей исполнительского искусства отметили, что интерпретация Чингуком центральной балладной части немного отличалась от видеозаписи репетиции. Его темп был немного медленнее. Его дыхание было заметно, почти отчетливо. Его глаза, обычно динамичные, задержались в задумчивой неподвижности. Был ли это преднамеренный художественный выбор? Или свидетельство чего-то внутреннего, разворачивающегося внутри? Записанные фанатами крупные планы широко распространились. Выражение лица Чингука колебалось между напряженностью и тем, что некоторые описывали не как слабость, а как уязвимость. Разница важна. Уязвимость предполагает открытость, трещину, через которую прорывается подлинность. Слабость подразумевает неспособность. И Чингук не выглядел неспособным. Он выполнял каждое движение с технической точностью. Он безупречно исполнял каждую ноту. И все же что-то в его ауре изменилось. Между тем, присутствие Ви в тот вечер ощущалось как защитное, почти наблюдательное. Во время переходных сцен камеры запечатлели мимолетные взгляды, которыми они обменялись. В одном из фрагментов рука Ви на мгновение коснулась плеча Чингука, прежде чем он занял нужное положение. Это длилось меньше секунды, но породило бесконечные предположения. Было ли это успокоением? Подсказкой?
Или просто хореографией, неправильно истолкованной публикой, жаждущей ответов? Позже инсайдеры рассказали, что репетиции были необычайно интенсивными. Целью постановки было объединение многовековых мелодий «Ариран» с современной звуковой архитектурой. Это слияние потребовало не только технической подготовки, но и культурной чуткости. Сообщается, что Чингук погрузился в исторические исследования, изучая традиционные вокальные интонации и происхождение текстов песен. Могло ли эмоциональное напряжение от этого погружения изменить его? Культурологи утверждают, что артисты, глубоко взаимодействующие с родовыми материалами, часто переживают переосмысление своей идентичности. Объединяя личное творчество с коллективной памятью, они сталкиваются с родословной, ожиданиями и наследием. Будучи еще молодым, но уже всемирно известным, Чингук, возможно, усвоил это бремя глубже, чем ожидал. Но если это так, почему Ви отказывается это сформулировать? Когда его прямо спросили, все ли в порядке с Чингуком, Ви просто ответил: «Он там, где должен быть». Философский ответ, но не проясняющий ситуацию. Специалисты по коммуникациям подчеркивают, что молчание редко бывает нейтральным. Оно может сигнализировать о защите, уважении к частной жизни или стратегическом контроле над нарративом. В высококонкурентных развлекательных экосистемах двусмысленность часто сохраняет как мистику, так и границы. Однако для поклонников, привыкших к эмоциональной доступности, молчание показалось неприятным. Некоторые предположили, что Чингук готовится к значительному творческому повороту. Его стиль на Эрирнг 2026 был заметно сдержанным, более темные тона, минимум украшений, волосы, уложенные так, чтобы не обрамлять лицо. Стилисты часто связывают визуальную эстетику с концептуальными изменениями. Может ли это сигнализировать о грядущей эре, основанной на самоанализе, а не на бурной радости? Другие склонялись к более простому объяснению – усталость. Глобальный график, предшествовавший Эрирнг 2026, был напряженным: трансконтинентальные поездки, студийные сессии, благотворительные обязательства. Хотя официального заявления о проблемах со здоровьем не было, усталость может проявляться незаметно. Микровыражения, замедленные жесты, смягченный взгляд. Однако те, кто знает историю Чингука, предостерегают от упрощенных объяснений. С подросткового возраста он балансировал между ожиданиями, колеблющимися между невероятным талантом и сверхчеловеческой выносливостью. Возможно, зрители стали свидетелями не упадка, а взросления. Музыкальные критики, рецензировавшие трансляцию, описали его тембр голоса как более глубокий, насыщенный хрипловатой сдержанностью. Один критик написал, что Чингук пел так, словно вел переговоры с памятью. Эта фраза нашла широкий отклик. Переговоры с памятью предполагают самоанализ, примирение, возможно, даже горе. Могла ли программа Эрирнг 2026 вызвать размышления, связанные с семьей, наследием или невысказанными переживаниями? Несколько дней спустя кадры из международного аэропорта Инчхон показали, как Чингук проходит через службу безопасности с медитативным спокойствием. Вежливое, но минимальное общение. Мягкая улыбка, которая не совсем соответствовала его обычной жизнерадостной яркости. Рядом с ним Ви выглядел намеренно беззаботным, тепло приветствуя персонал. Когда репортер спросил, хорошо ли себя чувствует Чингук, Ви коротко ответил: «Он усердно работает. Не страдает. Не борется. Усердная работа». Языковеды отмечают, что выбор слов в контексте громких событий редко бывает случайным. Выражение «усердно работать» переосмысливает уязвимость как преданность делу. Оно вызывает уважение, а не тревогу. И все же, парадоксально, оно усилило любопытство. Закулисные кадры добавили еще один слой. После финального поклона, когда осел конфетти, Чингук ненадолго закрыл глаза и глубоко выдохнул, словно отпуская что-то долгое время затаенное. Ви наблюдал с небольшого расстояния, его выражение лица было нечитаемым: беспокойство, восхищение, солидарность. Что было сказано позже в этом тихом разговоре между ними, остается неизвестным. Поддержка, подтверждение, напоминание об отдыхе.
Отсутствие объяснений стало более убедительным, чем любое заявление. В конечном итоге вопрос остается открытым не из-за скандала, а из-за человечности. Зрители почувствовали переломный момент. Приведет ли этот перелом к переосмыслению, самоанализу или просто к взрослению, еще предстоит увидеть. Возможно, грядущая музыка прольет свет на этот сдвиг. Исторически сложилось так, что ключевые трансформации внутри BTS проявлялись сначала в музыке, а потом уже в словах. До тех пор образ остается в памяти: падающие конфетти, приглушающийся свет. Чингук выдыхает с закрытыми глазами. Ви наблюдает в тихом солидарном взгляде. В эту застывшую секунду объяснение растворилось, его сменило нечто более убедительное, тайна, сотканная из зрелости. И, возможно, это и есть самый верный ответ из всех.